Дело было в одной небольшой деревне, в Алтайском крае, где жила одна пожилая и отважная старушка Анна Гавриловна, которой не так давно исполнилось 75 лет. Каждый день она ходила в магазин, чтобы купить продукты для своего небогатого обеда. И вот, как-то летним, прохладным вечером, бабушка возвращалась домой, неся большие авоськи с продуктами. Деревня, в которой жила пожилая женщина, была самой обычной и неизвестной многим. Безработных и пьяниц в ней было немало, и деревенские жители привыкли к тому, что каждый сам решает свои проблемы. Каждый сам за себя. Деревня находилась рядом с тайгой, и поэтому местные жители часто подкармливали медведей и волков, которые жили на окраине леса. Анна Гавриловна всегда считала, что нельзя обижать животных, ведь они тоже нуждаются в любви и заботе. Именно поэтому она каждый день оставляла немного еды у себя на заднем дворе, чтобы дикие звери могли накормиться. Вернувшись домой, старушка радостно распаковывала авоськи. Ведь в них были ее любимые продукты – хлеб и кусочек мяса. Она уже представляла, как приготовить себе вкусный суп и насладиться его ароматом. Но внезапно раздался громкий шум. Оглянувшись, Анна Гавриловна увидела 3 хулиганов, которые решили ограбить ее. Они были злые и агрессивные, и старушка понимала, что в ее возрасте она не в силах справиться с ними. Пожилая женщина стала громко кричать и звать на помощь, но людей не было рядом. Эти нелюди знали, что в этой деревне нужно уметь защищать себя самому. И тут, когда все казалось потерянным, из чащи леса выбежал разъяренный медведь. Огромное животное с широкой грудью и острыми когтями набросилось на бандитов, отбивая их от бабушки. Хулиганы были в шоке от неожиданности и не знали, как отбиться от дикого зверя. Один из них даже упал на землю от страха, а 2 других пытались отступить. В то время, когда медведь отвлекал внимание грабителей, Анна Гавриловна смогла выбраться на улицу и быстро направиться к ближайшему дому. Пожилая женщина стучала в дверь, орудуя кулаками и крича во весь голос. Вскоре дверь открылась, и из нее появился молодой мужчина. Он увидел испуганную и потрясенную бабушку, и тут же решил помочь ей. Он взял с собой лопату и побежал к месту, где все происходило. Однако, когда он подошел, медведь уже ушел, а хулиганы были измотаны и напуганы. Мужчина помог старушке подняться с земли и отвел ее домой. Бабушка благодарила своего спасителя и не могла поверить в то, что дикий медведь пришел ей на помощь. Пожилая женщина поняла, что благодаря своей доброте к животным у нее появился неожиданный защитник. И теперь она решила, что будет продолжать подкармливать медведей и волков, чтобы помочь им выжить в непростых условиях. С тех пор в деревне люди узнали о происшествии с бабушкой и медведем. Деревенские жители стали уважать Анну Гавриловну и видеть в ней смелую и сильную женщину. Они поняли, что иногда помощь может прийти откуда угодно, даже от дикого зверя. А бабушка продолжила свою жизнь с уверенностью в том, что доброта и забота о животных никогда не останутся безвозмездными. Она все так же ходила в магазин, подкармливала медведей и волков, и каждый раз, возвращаясь домой, она несла в сердце радость и благодарность за своего необычного защитника из леса.